Всем привет! Сегодня мы идем на вершину горы Сарытыпа. Вершина невысокая, но наш путь обещает быть достаточно интересным. Ну что же, давайте посмотрим, что нам встретится по дороге на эту гору. Вершина находится в окрестностях Таваксая и Азадбаша. И здесь, как и в тех местах, местность начинается с бескрайних равнин и холмов. Сегодня переменная облачность, в большую сторону к облачности, или даже к тучам. И мы очень надеемся, что не попадем под дождь. Да, и вот здесь дует очень сильный холодный ветер, который, как вы можете слышать, задувает микрофон. Но тут уж никуда не деться, все-таки посмотрите, какая равнина. Вот и солнышко вышло немного. И сейчас начало декабря, и у нас практически нигде нет снега. Но если только вот повыше подняться, то там, конечно, он уже лежит. Хочу показать вам вид с той точки, на которой мы сейчас находимся. И вон там вдали виднеются поля, населенный пункт и поблескивает река. А отсюда открывается вид на гору Дастар-Казы. Если смотрели видео про Азадбаш, то в нем было восхождение на нее. Кстати, если не смотрели, обязательно посмотрите. Там у нас был практически забег на время. Идем вдоль обрыва, и справа и слева от нас растут кусты какого-то растения. Давайте-ка посмотрим поближе, что это такое. А это не что иное, как дикий миндаль. Посмотрите, весь куст усеян плодами. Но, конечно же, их есть лучше не надо, они очень горькие. Снова началась равнинная местность с небольшим подъемом, и за нами, как это часто бывает, увязалась хвостатая провожатая. Да, там есть еще одна, но она ушла вперед. Некоторые люди немножко убежали вперед, и еще одна провожатая с ними. Остановились на небольшой привал, и, как я и говорил, вот и вторая наша хвостатая провожатая. К сожалению, это совсем маленький щенок, и, боюсь, кому-то придется нести ее на руках в конце пути. Чуть-чуть поднялся от точки нашего привала, и хочу показать вам круговой обзор данной местности. Правда, сейчас все безжизненно, но я думаю, что весной здесь будет особенно все красиво, все поросшее зеленой травой. Продолжаем путешествие, и здесь уже земля становится более влажной. Но мы поднимаемся все выше и выше, и, конечно же, здесь все высыхает намного медленнее. Внезапно путь стал каменистым, и солнце скрылось за тучами, и мы опять чувствуем, что повышается вероятность начала дождя. А здесь мы вот идем вдоль такого елового пролеска. Ну, запах, конечно, очень приятный, пахнет елями. Идти достаточно комфортно, хотя земля уже немножко увлажняется. И еще много видов на окружающую местность. Вот, посмотрите, вдали уже видны небольшие горы, вершины которых покрыты снегом. А здесь уже начинается особо влажная тропа. Глина или попросту грязь налипает на ботинки, идти становится труднее, ноги скользят, ну и вот пока медленно-медленно продвигаемся вверх. Хочу показать вам интересное дерево, встретившееся на нашем пути. Вот посмотрите, какое оно какое-то разросшееся, как куст, такая ель. Да, и дальше уже нас ждет основной подъем на вершину.
Ну что ж, вот я и на вершине. Сейчас подхожу к табличке. Она почему-то как-то слишком низко к земле. Вот она уже близко-близко и повернута к нас спиной. Сейчас я повернусь и посмотрим, что на ней написано. А на ней написано Сарытыпа, высота 1717 метров. Да, мы достигли этой вершины, хоть она и небольшая, но все-таки путь был очень интересным. Сейчас сниму панораму с вершины этой горы. Да, и мы не будем на ней задерживаться, так как здесь очень ветрено и сыро, сидеть негде. Привал устроим около водопада Таваксай, до которого путь, кстати говоря, не близкий. Вот мы и дошли до большого водопада. Сейчас быстренько пообедаем. Сказали, у нас есть минут 15-20, потому что мы немножко медленно шли и скоро сядет солнце. Ну, если что-то интересное будет, то я подсниму в этот момент. Давайте, всем пока, до новых походов. Давайте, я сейчас покажу вам, какой там вид с этого обрыва. Да, открывается вид на самый главный водопад Таваксая. Ну, что-то он сейчас не очень полноводный. Весной будет, конечно, интереснее здесь.